Артур Конан Дойл. Смертельный рейс. Был зимний вечер. Я сидел у угасающего камина в сумерках, и в мою голову пришла странная мысль. Размышляя о великих поворотных моментах истории, я отчетливо понял, что главный участник каждого из них всегда оказывался на распутье, где он был в силах выбрать тот или иной путь. Он выбирал один из них, и летописи повествуют нам о том, что из этого вышло. Но что, если бы он пошел иной дорогой? Способно ли человеческое воображение проследить за ходом событий, которые могли бы из этого последовать? Целая вереница захватывающих альтернатив пронеслась в моем мозгу. Каждая из них таила в себе собственную загадку. Если бы Цезарь остался верен долгу военачальника республики и отказался переходить Рубикон, разве не избежали бы мы всей истории императорского Рима? Если бы Вашингтон убедил своих соотечественников проявить терпение и подождать, пока либеральное большинство в британском парламенте не исправит несправедливость, разве Великобритания и все ее доминионы не стали бы теперь лишь пристроем к великой центральной державе Америки? Если бы Наполеон заключил мир перед тем, как начать российскую кампанию. И так далее, и так далее. Пока я предавался этим размышлениям, мне на ум пришел пример из современной истории. И вот, в полусне, пока мой взгляд был устремлен на раскаленные угли, передо мной возник ряд картин, видение, если можно так его назвать. С добавлением всех реалистичных деталей оно могло бы сложиться вот в такое повествование. Это был пасмурный ноябрьский день в маленьком бельгийском городке Спа. Невооруженным глазом можно было заметить, что произошло нечто грандиозное, событие, взволновавшее горожан до глубины души. Торговля остановилась, и люди стояли на тротуарах оживленными, сплетничающими группами. Среди них снуло множество немецких солдат в серо-зеленых мундирах. Одежда некоторых из них была настолько потрепана службой, что переливалась всеми возможными оттенками. Эти солдаты были взбудоражены не меньше гражданских и запруживали улицы своими шумными, жестикулирующими собраниями. Мальчишки, разносившие газеты, дико носились туда и сюда. Все это место напоминало муравейник, который внезапно растревожили попавшей внутрь веткой. Внезапно толпа расступилась, уступая дорогу огромному автомобилю. В нем находились 4 офицеров и 2 гражданских, судя по общему вниманию, люди весьма важные. Львиный лик, свирепо взиравший на недисциплинированные группы солдат, был знаком каждому прохожему, ведь Спа уже долгое время являлся центром немецкой военной активности. Это был сам старый маршал фон Берг. Рядом с ним, погруженный в свои мысли, сидел высокопоставленный морской офицер. Его гладко выбритое лицо прорезали глубокие морщины забот. Это был знаменитый адмирал фон Шпее. Группу дополняли еще 2 высших генерала и 2 государственных деятелей, только что прибывших из Берлина. Автомобиль промчался по главной улице, резко повернул направо, заложил вираж между колоннами украшенных ворот и замер перед оштукатуренным фасадом виллы Франес. Часовые по обе стороны двери отдали честь. В проеме появился дворецкий в красном плюшевом ливрейном фраке, и именитая депутация скрылась в доме. В это время любопытные лица и пристальные взгляды пригвоздились к ограде, ибо ходили слухи, что в этот день должно быть принято судьбоносное решение и что роковой час настал. Депутацию проводили в большой зал, оформленный в белых и золотых тонах, а из его конца они прошли в просторную гостиную, или кабинет, где расселись вокруг стола. «Император ждал вас», — сказал дворецкий. «Он сейчас к вам выйдет». Он передвигался бесшумно, точно на похоронах, и тихо прикрыл за собой дверь. Собравшиеся явно чувствовали себя не в своей тарелке.
Они вопросительно переглядывались. Первым тишину нарушил морской офицер. «Возможно, будет лучше, сударь, если вы откроете дело», — обратился он к великому полководцу. «Его Величество знает, что ваши советы исходят из верного и преданного сердца». «Вы намекаете, адмирал, что наши советы продиктованы чем-то иным, кроме верности?» — спросил один из берлинских государственных деятелей. Адмирал пожал плечами. «Вы прибыли из самого очага смуты. В данный момент мы не можем верить ничему, что исходит из Берлина. Нам известно лишь то, что силы в тылу довели наши дела до катастрофы. Если вы хотите сказать, — горячо воскликнул гражданский, но фон Берг прервал его взмахом руки. «Споров с нас довольно», — проворчал он. «Но я солдат, а не оратор. Говорите вы, фон Штейн, а мы проверим ваши слова». «Это не самая приятная задача», — ответил гражданский, крупный, грузный блондин с пышной желтой бородой. «Впрочем, если таково ваше желание». Дверь открылась, и в комнату вошел человек. 6 мужчин, сидевших за столом, вскочили на ноги, и их каблуки синхронно защелкнулись. Император чопорно наклонил голову и жестом предложил им сесть. Его проницательные серые глаза бегло осмотрели лицо каждого, словно пытаясь угадать, с какой вестью они пришли. Затем с едкой ухмылкой он уселся в одиночестве на дальнем конце стола. «Что ж, господа», — сказал он. «Я слышал, вы решали судьбу своего императора. Могу ли я узнать результат ваших совещаний?» «Ваше Величество», — ответил фон Штейн. «Мы тщательно взвесили положение дел и пришли к единому мнению. Мы чувствуем, что ваша безопасность под угрозой, если вы останетесь здесь. Мы не можем ручаться за то, что может произойти». Император пожал плечами. «Если Германия падет, то уже не имеет значения, что случится с отдельными людьми», — произнес он. «Германия может оступиться, Ваше Величество, но она никогда не падет. 60 миллионов человек невозможно стереть с карты. Вскоре наступит пора восстановления, и кто знает, насколько необходимым окажется ваше присутствие в такое время». «А каковы ваши взгляды, фельдмаршал?» — спросил император. Фон Берг пожал своими массивными плечами и безутешно покачал головой. «Сегодня я получил донесение от всех 7 армий, Ваше Величество. Большая часть солдат все еще готова сражаться с врагом. Однако они отказываются воевать с собственными товарищами, и многие батальоны вышли из-под контроля. А флот, адмирал? Все безнадежно, Ваше Величество. Красный флаг реет на каждом корабле в Киле и Вильгельмсхафене. Офицеры выброшены на берег. Насилия почти нет, но судами заправляют советы. А гражданское население, господин фон Штейн? Они больше не намерены поддерживать войну, Ваше Величество. Они истощены всем этим и просят только о мире. Понимают ли они последствия, если мы сложим оружие? Эрцбергер и его группа находятся в штабе французов и пытаются выговорить условия, какие только возможно. Вероятно, государь, все окажется не так скверно, как вы думаете. Не нужно тешить себя иллюзиями. Достаточно спросить себя, какими были бы наши собственные условия, окажись победителями мы. Это означает утрату нашего флота, наших колоний и всего, что созидалось под моим попечением последние четверть века. И почему эта страшная беда обрушилась на нас? Потому что народ в тылу не выдержал и подвел нас. Но почему он не выдержал?
В глазах императора блеснул холодный огонек гнева, и он перевел взгляд с одного на другого в ожидании ответа. Их подвергли слишком суровым испытаниям, Ваше Величество. Есть предел человеческому терпению. Они больше не могли продолжать. Это ложь. Вспылил император и ударил ладонью по столу. Это потому, что вы не верили им. Это потому, что их бесконечно вводили в заблуждение, как вводили в заблуждение и меня, из-за чего они потеряли всякое доверие и к вам, и ко мне, и ко всем остальным. Вводили в заблуждение, Ваше Величество? Да, вводили в заблуждение на каждом шагу. Я мог бы выразиться и покрепче. Я не обвиняю каждого из вас лично, господа. Я говорю о различных ведомствах, которые вы представляете. Хотя и вы сами не без греха в этом деле, ведь каждый из вас приложил руку к тому, чтобы снабжать меня ложной информацией, из-за чего все мои планы строились на гнилом фундаменте. Мы могли бы заключить почетный мир в любой момент, зная я тогда все то, что знаю теперь. Члены Совета беспокойно заерзали на своих местах. Первым заговорил второй гражданский, маленький, темноволосый человек с короткими стернеобразными волосами, подтянутый и собранный, точно породистый терьер. Ваше Величество, возможно, возлагает на нас ту вину, которую по справедливости следовало бы возложить на более августейшие плечи, произнес он. Замолчите. Грубо перебил его фон Берг. Нам здесь не нужна ваша берлинская дерзость. Нам нужна правда, которую император так редко слышал в прошлом. Воскликнул депутат-радикал. Разве он сам только что не сказал нам об этом? Разве каждый не говорил ему то, что ему угоднее услышать, вместо правды, и разве он сам не был чересчур доверчив и уступчив, принимая подобные заверения? «Довольно, Брунер!» Сердито крикнул адмирал. «Мы здесь для того, чтобы слушать императора, а не речи с левых скамей. Однако, Ваше Величество, ваше обвинение крайне серьезно. Как и когда ваши советники подвели вас?» На каждом шагу, горько проговорил император. Едва ли найдется хоть одно жизненно важное обещание, данное мне или народу, которое не оказалось бы ложью. Возьмем ваше ведомство, адмирал фон Шпее. Разве не факт, что ваши чины заверяли нас, стоит лишь начать неограниченную подводную войну с февраля 1917 года, и мы выморим Англию голодом и тем самым победим? Разве это не повторялось снова и снова? Сейчас ноябрь 1918 года, и где же голод в Англии? События оказались сильнее нас, Ваше Величество. Мудрый советник предвидит ход событий. А вы, фон Берг? Разве вы и Людендорф не заверяли меня, что, когда Россия выйдет из игры и наши восточные армии освободятся для действий на Западе, мы отбросим французов за Париж, а британцев сбросим в море? Мы были очень близки к этому, Ваше Величество. В ваших заверениях не было никаких оговорок. Вы все заявляли, что так и будет. И разве не каждый военный начальник уверял меня в 1914 году, что с британскими сухопутными силами можно не считаться? И все же эти бумаги, он стукнул по папке, лежавшей на столе, показывают мне, что за последние 4 месяца они захватили у нас больше пленных и орудий, чем все союзники вместе взятые. Чем вы можете оправдать подобные просчеты? Великий полководец опустил глаза. «Я никогда не недооценивал британцев», — сказал он. «Но мои советники недооценивали. А американцы? Разве мои государственные деятели не утверждали, что они не вступят в войну? Разве мои моряки не заявляли, что те не смогут переправить армию в Европу?
Разве мои военные не говорили, что у них и армии-то нет для переброски? И вот теперь он схватил папку и потряс ее перед Советом. У них в распоряжении более 1 миллиона человек, а американские корабельные орудия обстреливают дороги между Манмеди и Конфланом, единственный путь отступления моих восточных армий. Этого не может случиться. Того не может произойти. Но все это произошло. Удивительно ли, что народ пал духом, когда каждое обещание нарушено? Сухой, строгий генерал в очках, который до сих пор молчал, теперь вступил в разговор. Его голос был холодным, резким и четким, голос человека раз и навсегда заведенного порядка и застывших идей. Ваше Величество, любые взаимные упреки сейчас не своевременны. Вопрос стоит безотлагательно и остро. Большевики находятся в 15 милях от СПА, и если вы попадете к ним в руки, никто не сможет предвидеть последствий. Ваша жизнь в опасности, и ответственность за вашу персону лежит на нас. И что же вы советуете, генерал фон Грёнер? Мы единодушны, сударь, в том, что вам следует немедленно пересечь нидерландскую границу. Это предложил генерал фон Хенч. До нее всего несколько миль, а ваш специальный поезд ждет на станции. И куда же я должен направиться, когда пересеку границу? Мы зашли так далеко, Ваше Величество, что даже отправили телеграмму правительству Нидерландов. Мы еще не получили ответа. Но ждать мы не можем. Ваш собственный поезд предоставляет все удобства и перевозит вашу личную обслугу. Все остальное можно уладить позже. Дайте нам знать, что вы находитесь в Эйдене, и наши души будут спокойны. Император некоторое время сидел в молчании. «Не будет ли это выглядеть так, — произнес он наконец, — будто я бросаю свой народ и свою армию в минуту нужды? Следует принимать во внимание и мою личную честь. До тех пор, государь, пока вы действуете по совету вашего совета, вас едва ли можно привлечь к ответу», — сказал фон Грёнер. «Честь человека — это его личное дело, и никто не может уменьшить его ответственность», — ответил император. «Думаю, теперь я могу отпустить вас, господа. Вы дали мне лучшие советы, на какие были способны, а остальное остается за мной. Если вы подождете, фон Берг, и вы, адмирал, я хотел бы сказать вам последнее слово». Остальные поклонились и один за другим вышли из комнаты. Император направился к 2 своим великим слугам, которые поднялись на ноги. «В вас, — сказал он, положив руку на рукав старого фельдмаршала, — и в вас, адмирал, я вижу 2 людей, олицетворяющих честь моих сухопутных сил и моего флота. Вы, как никто другой, являетесь судьями в таком вопросе. Скажите мне теперь, как человек человеку, поскольку речь больше не идет об императоре и подданном, посоветовали бы вы мне отправиться в Голландию?» «Посоветовали бы», — в один голос ответили оба. «Считаете ли вы, что, поступив так, моя честь останется совершенно нетронутой?» «Несомненно, Ваше Величество. Теперь нам предстоит вести переговоры об условиях». Американский президент осмелился заявить, что не станет вести переговоры с вами. Все зайдет в тупик, пока вы не уйдете. Вы лучше всего послужите стране, если пожертвуете собственными чувствами и сойдете со сцены. Император размышлял минуту или дольше, низко надвинув брови на глаза, с глубокой морщиной напряженной мысли на лице. Наконец он нарушил молчание. «Давайте вернемся на 100 лет назад за уроком. Предположим, император Наполеон отказался бы сдаться или отречься от престола. Что бы за этим последовало? Безнадежная война с бессмысленной бойней, которая закончилась бы его смертью или взятием в плен. Вы меня не поняли.
Предположим, он никогда не покинул бы поле битвы при Ватерлоо, а встал бы внутри кари своей старой гвардии и погиб вместе с ними. Что тогда? И какая выгода была бы от этого, государь? Никакой, возможно, для Франции, кроме примера. Но разве его память не была бы величавее? Разве не казался бы он теперь каким-то чудесным ангелом-истребителем, ступившим на землю, если бы нам не раскрыл глаза этот печальный финал на острове Святой Елены? Фельдмаршал покачал своей суровой головой. «Ваше Величество знает историю лучше меня», — сказал он. «Боюсь, у меня и сейчас предостаточно дел, чтобы не возвращаться на 100 лет назад. А вы, фон Шпее? Вам нечего сказать? Если вы настаиваете на ответе, Ваше Величество, я думаю, что Наполеон должен был умереть при Ватерлоо». Император пожал ему руку. «Вы — родственная душа. Вы заверили меня, что моя честь вне опасности, какой бы путь я ни избрал. Но есть кое-что даже выше чести. Это то высшее благородство, которое мы называем героизмом, когда человек делает больше, чем от него требуется. Наполеону не удалось обрести это качество. А теперь прощайте, господа. Будьте уверены, что я тщательно обдумаю все, что вы мне сказали, и затем объявлю о своем решении». Император сидел, обняв голову руками, и слушал сначала лязг шпор на шагающих по холлу ногах, а затем гул тяжелого автомобиля. Полчаса или больше он оставался неподвижен, погруженный в свои мысли. Затем он внезапно вскочил на ноги и воздел лицо и руки к небесам. «Боже, дай мне сил!» — воскликнул он. Он позвонил в электрический колокольчик, и в дверях появился лакей. «Скажите капитану фон Манну, что я жду его». Мгновение спустя в комнату вошел и отдал честь молодой свежий офицер с быстрыми, умными глазами. «Сигурд», — сказал император, — «похоже, перед нами очень тяжелые времена. Настоящим я освобождаю вас от любой личной присяги мне. Из того, что я слышал, принц Макс Баденский по собственной инициативе, вероятно, уже освободил от нее и всю Германию. Я не хочу быть освобожденным. Вы всегда мой повелитель и мой император. Но я не хотел бы вовлекать вас в трагическую судьбу. Я хочу разделить ее с вами. Но если это означает смерть? Даже так. Все, что я говорю в буквальном смысле. Вы погибнете, если пойдете за мной достаточно далеко. Я не прошу о лучшей доле. Император сжал руку молодого человека. «Значит, мы соратники в великом начинании», — воскликнул он. «А теперь садитесь рядом со мной за стол и давайте обсудим наши планы. Никакой низкий самоубийственный шаг не завершит карьеру вашего императора. Есть более благородные пути уйти из жизни, и я должен их найти». В ту ночь на станции СПА разыгралась любопытная сцена, хотя никто, кроме 3 ее участников, о ней не подозревал. Все происходило в кабинете начальника станции, где дверь была заперта на засов, а шторы задернуты. 3 мужчин сидели вокруг круглого стола под яркой лампой, собиравший свет над их головами. Снаружи гремели, свистели и грохотали поезда, а шум на платформе свидетельствовал о том, что кругом царят полнейший хаос и путаница. И все же, невзирая на это, человек, в чьи обязанности как раз и входило наведение порядка, сидел за столом с таким изумлением на лице, что было ясно, он совершенно забыл про суматоху за стеной. Начальник станции Баумгартен был подтянутым, сообразительным молодым человеком, именно таким, какого и рассчитываешь увидеть при армейском штабе.
Сейчас он полностью сосредоточил свое внимание на том, что объяснял старший из двух его посетителей. Этот человек, как и его спутник, был одет в гражданское, свободный костюм из серого твида. Он изучал железнодорожную карту, пока его молодой спутник смотрел через его плечо. «Пересадка всего одна, Ваше Величество», — произнес начальник станции. «Понимаю», — ответил император, опустив палец на Кельн. «Стоит нам пройти эту точку, и мы в безопасности. Но самое главное, чтобы нас не узнали. Увы, государь, ваше лицо настолько хорошо известно, что вам невозможно остаться незамеченным. Думайте, любезнейший, думайте». Нетерпеливо воскликнул младший спутник. «Неужели вы не можете что-нибудь придумать?» Баумгартен в замешательстве почесал затылок и зашагал по комнате в растерянности. Но внезапно его осенило. Он остановился и повернулся к столу. «Есть вагон-рефрижератор, Ваше Величество. Он только что прибыл с овощами из Нидерландов. Мы можем отключить охлаждающую установку. Он, разумеется, заперт и без окон. Если Ваше Величество снизойдет...» «Оставьте титулы», — сказал император, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Что ж, сударь, если вы согласитесь путешествовать в столь скромном виде, мы могли бы пометить его надписью «Не открывать» и отправить в Киль со следующим поездом». «Отлично. Лучше и не придумаешь. Проследите, чтобы туда положили немного еды и воды. И кровать, ваши, то есть кровать, сударь. Полно, полно. Солома вполне нам сгодится. Мы можем трогаться прямо сейчас? Через полчаса. Но как вы сможете незаметно пройти по платформе?» «Я предвидел эту трудность», — сказал адъютант. Он достал из кармана бинт. «Если вы, сударь, не против сыграть роль офицера, раненого в лицо, я с легкостью замаскирую вас». «Моя рана в сердце», — сказал император. «Но как быть с гражданской одеждой?» В такие времена люди не станут вдаваться в рассуждения. Несколькими ловкими движениями молодой человек обмотал бинт вокруг лба императора, а затем наискось через изобличающие его усы. «Теперь, сударь, думаю, вы в безопасности». «Отлично сработано, Сигурд. Мы подождем здесь, господин Баумгартен, и как только вы дадите знак, мы будем готовы». И вот спустя 36 часов начальник станции Киль, известный своей преданности монарху, открыл запертую дверь вагона-рефрижератора, откуда вышли мужчина средних лет, забинтованный так, словно получил тяжелое ранение в лицо, и его молодой спутник, ухаживавший за ним с трогательной заботой. Оба озябли и затекли, но начальник станции быстро увлек их в собственную комнату, где их уже ждали горячий кофе и топившаяся печь. «Все, что в моих силах, государь. Вам стоит лишь приказать». «Скоро вы все узнаете», — сказал император. «А пока возьмите эту записку и передайте ее сами или с надежным человеком адмиралу фон Дрота. Когда он прибудет, проведите его к нам». Час спустя в скромную комнату вошел крайне изумленный офицер в форме императорского военно-морского флота. Он дрожал от волнения и горячего рвения. Он пал на колено перед императором, который поднял его на ноги. «Мой дорогой адмирал, времена подобных жестов прошли. Разве принц Макс не объявил, что я отрекся от престола? Хотя, признаюсь, для меня это стало новостью. Вот мой трон отныне». Он указал рукой на станционный стул. «Вы всегда наш император». «Да, здесь», и Спикинг указал себе на грудь, «здесь я всегда император».
Бог возложил на меня эту обязанность, и только Он может освободить меня от нее. Но в эти времена я не прошу ни отклика, ни милости от других, за исключением одной. Но она высшая и крайне тяжелая. Интересно, поднимется ли ваша верность до таких высот? Она поднимется на любую высоту, государь. Что это за просьба? Чтобы вы погибли вместе со мной. Государь, это мое величайшее стремление. Слезы преданности покатились по лицу честного моряка. Император тоже провел рукой по глазам. «У меня были ложные друзья», — сказал он, — «но есть в мире и верные сердца. А теперь садитесь сюда, адмирал. Обстановка здесь довольно сильно отличается от Потсдамского дворца, где мы с вами виделись в последний раз. Зато мы уединены, а это главное. Я приехал в Киль, чтобы вывести свой флот против англичан». Адмирал обомлел. Но, государь, экипажи взбунтовались. Они выгнали офицеров на берег. Как же мы укомплектуем наши корабли? Они придут. Они придут. Они немцы и не позволят своему императору одному пойти на смерть. Ибо я иду, адмирал, даже если меня поведет всего один торпедный катер. И я командир этого торпедного катера. Воскликнул адмирал. А я на его палубе, сказал Сигурд фон Ман. Но что вы предлагаете, государь? У вас есть какой-то определенный план? Да, адмирал, я продумал каждую мелочь. Прежде всего, можете ли вы назвать какое-нибудь большое помещение, где можно было бы тайно собрать несколько сот человек? Да, государь. У графа фон Вальдорфа при его вилле есть танцевальный зал, который точно подойдет для ваших требований. Граф, нечего и говорить, предан вам до мозга костей. Если бы мы могли передать весть всем офицерам и собрать их там, я обратился бы к ним за поддержкой и содействием. Государь, я знаю чувства моих товарищей. Задавать такой вопрос — чистая трата времени. В офицерском корпусе германского флота нет человека, который уклонился бы от того, чтобы пойти за вами. Вам стоит лишь изъявить желание, и они готовы его исполнить. Тогда мы выигрываем время, а сейчас каждый час на счету. Все трещит по швам и на фронте, и в тылу. Мы должны действовать немедленно, иначе нас могут остановить. А что же матросы? Боюсь, государь, они не придут. Для них может быть даже опасно узнать, что вы находитесь в городе. Опасность — ничто. Когда смерть — верный конец, кого волнует опасность на пути? Я ловлю вас на слове, адмирал, касательно офицеров. Есть ли среди матросов верные и надежные люди? Таких много, государь, но они в меньшинстве. Они послужат нашими связными. Соберите их как можно больше. Отправьте с ними письма на каждый корабль. Попросите матросов прислать своих делегатов, по 3 человека от крупного корабля, по 2 от легкого крейсера и по 1 от малого судна, в тот зал, о котором вы говорили. Скажите, что в 3 часа их император желает поговорить с ними. Назовите меня Вильгельмом фон Гогенцоллерном, если хотите. Неважно, как они меня на Минг, лишь бы они пришли. Государь, они придут, и личная охрана из ваших верных офицеров окружит вас. Они подступят к вам только через наши трупы. Ни одного офицера, адмирал. Я должен довериться матросам, иначе наше дело проиграно. Вы и капитан фон Ман, и больше никого.
Пришлите за мной закрытый автомобиль и предупредите вашего друга, графа фон Вальдорфа, что я иду. Увидимся в 3 часа. Задолго до назначенного времени весь Киль гудел от возбуждения. Известие распространилось со скоростью лесного пожара. Император в городе, он на вилле Вальдорф. На улицах собирались огромные толпы, кое-где над ними развевался красный флаг, но никаких демонстраций не было. Преобладающим чувством было крайнее изумление. Чтобы он приехал именно сюда, в самый центр революционной смуты. Чтобы сунул голову в пасть льву. Удивительно. Еще более удивительным стало то, когда открытый автомобиль с бородатым офицером в адмиральской форме медленно пробрался сквозь толпу, и его пассажир вошел на виллу. Это худое, пылкое лицо было хорошо знакомо всем, лицо Генриха, младшего брата Вильгельма и главного адмирала флота. Что происходит? Что все это значит? Не готовят ли они государственный переворот? Если так, они скоро поймут, что революции не так-то просто отмахнуть. Так ворчала толпа, стоя и разглядывая белеющий оштукатуренный фасад дворцовой виллы. И вот начали собираться делегаты. По двое и по трое они проталкивались сквозь толпу под град грубых шуток. У многих на шеях были демонстративно повязаны красные платки или прикреплены красные ленты на фуражках. Вскоре большой зал с его великолепными гобеленами и полированным дубовым паркетом начал заполняться. Красные бархатные кресла вдоль стен были заняты матросами, да и сам зал был забит до отказа. Все курили, и воздух превратился в голубую дымку. Кто-то затянул революционную песню, и она раскатилась эхом под высоким сводчатым потолком. В самый разгар этой песни появился император. Пение оборвалось во мгновение ока, и все взоры устремились на эту небольшую прямую фигуру с повисшей рукой и на это серьезное, изнуренное заботами лицо, смотревшее на них с возвышения для оркестра в конце зала. Теперь он был одет в грубый синий бушлат и казался гораздо ближе к морю и к ним самим, чем когда-либо в своих пышных нарядах. Теплая волна человеческого сочувствия хлынула к нему. Те, кто сидел, поднялись на ноги. Двоих мужчин, издавших пронзительный свист неодобрения, тут же выставили из зала. Император вышел вперед и положил руку на позолоченные перила. Его брат Генрих, адмирал фон Дрота и молодой Сигурд фон Ман стояли позади него. Когда он заговорил, его голос звучал твердо и раскатисто на весь зал. «Я говорю», — произнес он, как немец с немцами. «Я посчитал правильным прийти сюда и встретиться с вами лицом к лицу. Я не говорю о политике. В моих мыслях нет речи об империи или республике. У меня лишь одна мысль — моя личная честь, честь моего флота и честь моей страны». Не было сомнений, что он уже покорил свою суровую аудиторию, так искренняя честность всегда покоряет слушателей. Море обветренных лиц замерло в напряженном внимании. Их глаза были прикованы к говорящему. В Берлине сдаются. Разве это причина, почему мы должны сдаться в Киле? Армия сражалась с величайшей храбростью, но она измотана и больше не может воевать. Не я оставил армию, а армия оставила меня. Флот тоже сражался храбро. Но он не измотан. Скагеррак. Крикнули многие голоса. Да, при Скагерраке вы показали себя отлично. Но ваше сражение было не с британским флотом. Это была стычка с 2 или 3 эскадрами, не более. Нам все еще предстоит помериться силами с ними на равных. Мне говорят, что это безнадежно. Мне говорят, что их численность делает это невозможным.
Для храбрых людей нет ничего безнадежного или невозможного. Но даже если это безнадежно и невозможно, разве не лучше, в худшем случае, чтобы мы и наши корабли лежали на дне Северного моря, чем сдать их без единого удара? Неужели вы будете стоять в стороне и допустите подобное, люди германского флота? Или вы готовы умереть вместе со своим императором? Он выбросил руку в красноречивом жесте призыва, и затем гордая, счастливая улыбка озарила его лицо, ибо он выиграл свое дело. Лес вытянутых рук, озеро разруменившихся, горящих лиц, рев басовитых голосов, флот пойдет на смерть вместе со своим кайзером. «Быстрее, Вильгельм! Бей немедля!» — шепнул его брат. «Вы пойдете со мной. Я знал, что вы пойдете. Тогда несите мое слово своим товарищам. Скажите, что ни один человек против своей воли идти не обязан. Пусть остаются на берегу. Но вы и я, и все верные немецкие сердца отплывут вместе в этот смертельный рейс германского флота. Идите и сделайте то, что я вам сказал». Раздался топот тяжелых ног, и через несколько минут зал опустел, а каждый выход заполнился толкающимися, рвущимися наружу людьми. Каким-то странным образом толпа снаружи мгновенно узнала о происходящем и подхватила этот пламень. Весь город зашелся в восторженном реве. Флаги взвелись на каждом флагштоке, причем германский военный флаг оказался на одном древке с красным знаменем революции. В этом матросы были непреклонны, военный флаг может подняться, но красный флаг спускать нельзя. Всю ночь и весь день советы проводили бурные собрания, где несогласных снова и снова сбивали с ног те, кто рвался в бой. Из Вильгельмсхафена пришли вести, что волнение перекинулось и туда. Всех офицеров отозвали на корабли, экипажи заняли свои места по боевому расписанию, а кочегары уже раздувают котлы. Вскоре флот будет готов к выходу. В последующие несколько дней наблюдался непрерывный поток судов через канал, спешивших присоединиться к основному флоту, стоявшему в заливе Яди. Некоторую задержку вызвала поломка легкого крейсера, перекрывшего проход возле Нойвиттенбека, но и эту проблему в конце концов преодолели. К вечеру третьего дня корабли собрались либо в окрестностях Яди, либо на рейде Вильгельмсхафена. В ту ночь в кают-компании нового линкора «Бавария» состоялся совет, на котором присутствовали все германские военачальники, включая императора. Он настоял на том, чтобы занять подчиненное положение, пока фон Шпее, поспешивший из СПА при первом же шепоте о произошедшем, председательствовал на совещании. Вице-адмиралы и капитаны капитальных кораблей, всего 40 человек, заполнили помещение. Мрачность, но вместе с тем непреклонная решимость читались на каждом лице. «Я так понимаю, Ваше Величество, что ваш приказ — вести бой до победного конца?» «Таково мое желание и мой приказ», — ответил император. «Флот должен быть затоплен, и будет лучше, если он увлечет за собой на дно как можно больше врагов. Мы должны трезво оценивать цену», — сказал адмирал. «Это означает гибель Вашего Величества. Я не желаю лучшей доли. И гибель 25 тысяч офицеров и матросов. Есть ли в этом совете хоть кто-то, кто отступит перед этим?» — спросил император. Царила тишина. Все были готовы. Флот был готов. «Но со всем уважением», — произнес молодой вице-адмирал, — «нужно ли нам говорить так, будто поражение неизбежно? Мы удержали англичан при Скагерраке. Разве мы не можем сделать это снова? К тому же, — добавил другой, — наш флот теперь сильнее, гораздо сильнее, чем тогда.
Разве мы не пополнились Баварией и Баденом, великими кораблями с 15-дюймовыми орудиями, тогда как при Скагерраке у нас не было ничего крупнее 12 дюймов? А Гинденбург? Разве он не стал мощным пополнением? А новая система управления огнем? Разве мы не можем приготовить сюрприз для англичан? «Слишком поздно», — сказал фон Шпее. «Если мы и одержим победу, у нас больше нет отечества, куда мы могли бы вернуться». Он достал из кармана телеграмму и зачитал ее вслух. Временное правительство сурово осуждает безумную затею с выходом флота в море, которая не может привести ни к чему, кроме ненужной утраты кораблей и людей. Известие об этом серьезно затруднило переговоры о перемирии. Ваша верность правительству требует, чтобы вы немедленно приказали кораблям вернуться на свои стоянки. Рев негодования вырвался у офицеров, когда адмирал убрал бумагу обратно в карман. Думаю, вы согласитесь со мной, господа, что наш долг верности принадлежит нашему императору и только ему одному. Вы ответили на нее? Спросил император. Нет, государь. Нашим ответом станут наши дела. Но я составил здесь послание, которое, с вашего согласия, хотел бы отправить главнокомандующему британским флотом. Оно гласит следующим образом: флот открытого моря не согласен ни на какое перемирие. Он намеревается выйти немедленно и рассчитывает в понедельник быть в 70 милях к западу от Гельголанда, если позволит тролление мин. Если мы задержимся, вы, без сомнения, любезно подождете нас. Отлично! Воскликнул император, и все присутствующие на совете зааплодировали. В таком случае оно будет отправлено немедленно, сказал адмирал. Не может ли противник выставить на этом месте свои подводные лодки? Спросил один из капитанов. Мы не будем слишком точны относительно места. Наши легкие крейсеры выведут противника туда, где мы будем находиться. Что же касается ваших слов, капитан Мюллер, относительно пополнения нашего флота из Скагеррака, то лучше не питать иллюзий. Враг тоже не сидел, сложив руки. Мы поддерживаем тесную связь со всем, что он сделал. Если мы можем строить, улучшать и организовывать, то и они могут. Вы знаете, что они потеряли 2 крупных корабля из-за отсутствия отсекающих перегородок между башнями и погребами боеприпасов. Теперь это исправлено. Защита их палуб и крыш башен стала сильнее против навесного огня. Их снаряды обладают большей разрывной силой. Они пополнили свои эскадры множеством мощных кораблей. Их названия у меня здесь: Рамиллис, Резолюшн, Реновн, Репалс и все с 15-дюймовыми орудиями. У них есть и эскадра американских линкоров, а американская военно-морская история показывает, что управляться и сражаться они будут умело. Перевес сил против нас велик, как никогда. Нам остается только поклясться сражаться до самой смерти. Что касается меня, я клянусь в этом. Он поднял руку, пока говорил, и каждый офицер в комнате, включая императора, сделал то же самое. «Клянемся!» — воскликнули они. Благородно, как покажет эта запись, они исполнили свою клятву. Это было последнее слово последнего военного совета, когда-либо проводившегося на флоте открытого моря. С суровыми и мрачными лицами они прощались друг с другом, капитаны возвращались на свои корабли, пока адмиралы оставались, чтобы спланировать свое будущее вместе с вождем.
Всего одним днем позже два адмирала весьма серьезно беседовали в каюте главнокомандующего британским Гранд-флитом. Одним из них был сам главнокомандующий. Другим — американский адмирал Брэдман, чья прекрасная эскадра, включавшая Нью-Йорк, Вайоминг, Флориду, Делавэр, Арканзас и Техас, стала последним пополнением самого внушительного скопления военных судов, когда-либо собиравшихся в истории человечества. Через открытый иллюминатор каюты Бетона можно было видеть их стоящими на якоре под развивающимся звездно-полосатым флагом, а за ними, линия за линией, могучие линкоры, гигантские крейсеры и суда поменьше под флагом Святого Георгия заполняли весь огромный залив. Дальше простирался низкий бесплодный берег Скапа-Флоу, зрелище столь же печальное и суровое, как и любое в мире. Бетон, на чьем красивом лице застыла озадаченная морщина, зачитывал вслух своему коллеге немецкую радиограмму. «Что ты думаешь об этом, Брэдман?» — спросил он, взглянув на товарища. «Послушай, на первый взгляд все выглядит просто отлично», — ответил американский адмирал. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой, как мне кажется». «Не знаю. Выбора-то у них не густо, верно? Думаю, мы поступили бы так же, окажись мы на их месте. Они могут затопить свои корабли в гавани, или же могут выйти в море и позволить нашим орудиям затопить их, увлекая с собой на дно и несколько наших судов. Мне это кажется разумным и первым, о чем подумали бы храбрые люди. Может быть. Но все равно это может оказаться ловушкой. Что ж, на минное поле мы не пойдем, если сможем этого избежать. Наши легкие силы проследят за этим. В любом случае, думаю, нам следует дать им ответ». Он взял карандаш и быстро набросал на карточке. «Отлично. Мы будем там». «Как тебе?» «В самый раз». Бетон позвонил в гонг и передал сообщение дежурному молодому офицеру. «Кодировать не нужно, Данкан. Отправляйте как есть». Затем, когда дверь закрылась, он повернулся к большой карте Северного моря, которая уже до такой степени покрылась карандашными пометками и пеленгами, что практически истерлась. «Раз так, Брэдман, полагаю, нам следует отнестись к этому серьезно и провести приготовление. У бедняк нет ни единого шанса, ведь нас 2-1. Но, судя по тому, что мы видели в Ютландском сражении, могу тебе обещать, что бой они дадут очень достойный». «Да, тогда они от тебя уклонились», — заметил Брэдман с хитринкой в глазах. «Может и так. Но трудно рисковать, когда с нашей стороны война будет проиграна, если погибнет наш флот, в то время как противник не ставит на карту столь высокую ставку. В этом и была наша беда при Ютланде. Мы не могли рисковать в свалке ночного боя. Но теперь у нас развязаны руки, и каждый человек в британском флоте жаждет боя до победного конца. «Я отвечу и за свою эскадру», — сказал адмирал Брэдман, и оба моряка склонились над картой. Настал день великого дерзания и высшей жертвы. Германский флот собрался теперь в Гельголандской бухте и вскоре после рассвета отправился в свой последний страшный рейс. Его тральщики в течение 2 дней расчищали безопасный проход. Впереди этого великолепного строя шли 2 эскадры легких крейсеров, создававших завесу для флота. Затем шли линейные крейсеры двойной линии Дерфлингер, Зейдлиц, Мольтке, фон дер Тан, та самая старая эскадра, которая уже столько перенесла и завоевала уважение каждого британского моряка. Командовал ими фон Липперт. Теперь их усилил могучий Гинденбург, однако его однотипный корабль Маккензен еще не был готов к службе.
За крейсерами шла великолепная линия линкоров во главе с сильнейшей эскадрой, только что сошедшей со верфи, Бавария, несущая флаг фон Шпее и принимающая на борту императора, Баден и два других. Все эти великие корабли несли по 8 15-дюймовых орудий и развивали скорость в 22 узла. За ними шли 4 мощных корабля типа «Кёниг», «Гроссер Курфюрст», «Кранпринц», «Маркграф». Они несли по 10 12-дюймовых орудий. Затем шли 4 «Кайзера», корабли столь же сильные, как и «Кёниги», но несколько более быстрые. За их кормой великая линия простиралась через весь видимый круг океана, гигант за гигантом, Фридрих дер Гросси, Остфрисланд, Тюринген, Гельголанд, Альденбург, Позин и многие другие. И даже совсем старые корабли, такие как Дойчланд или Шлезвиг-Гольштейн, несшие всего по 4 тяжелых орудия и не способные развивать скорость более 16 узлов, встали в строй позади и тяжело пыхтели, чтобы разделить судьбу своих товарищей. Торопиться было некуда, и весь флот шел на пониженной скорости, пока со всех сторон эсминцы несли охранение от неожиданностей. В этом они преуспели лишь частично, так как линкор «Позин» был атакован английской подводной лодкой и был вынужден, загребая воду, хромать обратно в порт в полузатопленном состоянии. Сама же подводная лодка с номером М-16 была уничтожена глубинными бомбами, градом посыпавшимися вокруг нее. Союзному флоту пришлось сняться с якоря задолго до рассвета, чтобы успеть к месту встречи. Если германский строй выглядел внушительно, то этот флот можно было описать лишь как устрашающий. Не считая роя легких крейсеров и эсминцев, в авангарде шел Лайн, все еще носивший на своих броневых плитах вмятины прошлых сражений. За ним в одинарной линии следовал Тайгер, несущий флаг контр-адмирала Мортона, а на его корме сидели Австралия и Принцесс Роyal. Еще более грозными были два новых судна, которые из-за своих особых качеств действовали обособленно. Это были Реновн и Репалс, несшие 15-дюймовые орудия и способные развивать невероятную скорость в 32 узла. Эскадра легких линкоров под командованием адмирала Томса, проявившая свои отличные качества при Ютланде, где она какое-то время находилась под огнем большей части германского флота, следовала за крейсерами. Это были, как и прежде, Малая, Валиант, Варспайт и Бархэм, которым добавилась Куин Элизабет, и все они были вооружены 15-дюймовыми орудиями. За ними в двойной колонне шли новые предместья гордости британского флота — Рамиллис, Резолюшн, Редж, Роял Саверен, Роял Аук, 23-узловые суда, несшие по 8 15-дюймовых орудий каждое. За ними снова шла великолепная американская эскадра из 6 кораблей, уже названных ранее, с их 14-дюймовыми орудиями и скоростью в 21 узел. Густой дым из их дымовых труб показывал, что это были корабли на угольном отоплении. Так, эскадра за эскадрой, Великая Армада выходила из Скапа-Флоу, а в замыкании, точно огромный Ноев ковчег, шел странный и громоздкий авианосец «Фьюрис». Далеко на каждом фланге находились тяжелые крейсеры «Инфлексибл», «Нью-Зеланд», «Индомитебл» и другие, в то время как тучи легких крейсеров и эсминцев покрывали океан до самого горизонта во всех направлениях. Более тяжелые корабли сформировали 6 колонн за пределами залива, и вся эта величественная процессия двинулась со скоростью 18 узлов на юго-восток. В 2 часа 30 минут дня 2 британских гидросамолета доложили о германском дирижабле «Цеппелин» в широте 65 градусов 46 минут северной и долготе 5 градусов 14 минут восточной, и безуспешно атаковали его. Преследуя его, они увидели и доложили о густой завесе разведчиков, предшествовавших флоту открытого моря.
Новость была передана по радио на каждый корабль союзной армады и впервые уверила их в том, что германский вызов не был пустым хвастовством, и что действительно настал тот великий день, когда этот давний спор должен быть сведено к концу. Боевые флаги взвелись на каждом корабле, и бетон увеличил скорость до 20 узлов, даже рискуя оставить позади более медленные суда. Быстрые линейные крейсеры были отправлены независимо на полной скорости, чтобы удерживать противника до прибытия основного флота. День был прекрасный, но с юго-востока дул свежий бриз, и великие крейсеры, идущие на скорости 28 узлов, погружали свои носовые палубы почти под воду, а брызги взлетали высотой до самых дымовых труб, пока они с грохотом прорезали мчащиеся волны. В 2:40 пришло известие, что легкий крейсер «Фаэтон» был затоплен германской подводной лодкой. Несколькими минутами позже та же участь постигла «Инконстант». Затем поступило сообщение о том, что один «Цеппелин» был уничтожен зенитными орудиями разведчика Аритьюза. В скорости после 3 часов экипажам раздали какао и легкую еду, и горны заиграли боевую тревогу. Известия от разведчиков теперь поступали густо и быстро. Из флагманского корабля в юго-восточном направлении уже слышался гул тяжелой стрельбы. Гидросамолет под номером 7042, запущенный с Фьюриаса, пролетел над всей длиной германского флота, хотя и был сбит со сломанным крылом, сумел передать по радио свои наблюдения об их общей численности, которые оказались удивительно точными, учитывая трудные обстоятельства разведки. За эту ценную службу старший лейтенант авиации Оливер был особо отмечен в донесениях. Великие флоты теперь стремительно сближались, и 4-я британская эскадра легких крейсеров вела жестокий бой с 9-й германской эскадрой разведчиков. Когда основной британский флот с ревом устремился вниз к месту битвы, весь горизонт был усыпан этими мелкими судами, многие из которых были погребены в пене от густо падающих вокруг них снарядов. В 4 часа глава эскадры тяжелых крейсеров завязала бой с Идерфлингером, который шел во главе германских линейных крейсеров. Сражение разгорелось в полную силу. И здесь я делаю паузу. Для того ли, чтобы описать эту великую эпическую поэму, этот морской Армагеддон, предназначалось мое видение? Или скорее для того, чтобы увидеть альтернативные судьбы того отчаявшегося и несчастного человека, который стоял на распутье, где одна дорога вела к жизни с честью, а другая — к смерти с героизмом? И все же его трагедия была настолько переплетена с этой гораздо более великой трагедией, что мое сновидение едва ли могло иметь дело с одной из них иначе, как через другую. Поэтому, без лишних деталей, кроме тех, что необходимо для придания реальности этой картине, я напишу то, что увидели очи моего воображения. Поскольку каждая из сторон желала скорее сражаться, чем маневрировать, прикрывающие эскадры легких крейсеров, выполнив свой долг по обнаружению противника, обрушились друг на друга с предельной яростью. Целая серия отчаянных дуэлей началась на дистанции в 7000 ярдов, со временем сократившейся до 5000. Маленькие корабли были настолько поглощены собственными схватками, что почти не обращали внимания на проходящие сквозь их свалку более тяжелые корабли, каждый из которых мог бы затопить любой из них одним единственным выстрелом. Старое морское правило, по которому линейные корабли не стреляли по фрегатам, все еще сохраняло силу, и разведчикам предоставили возможность самим уладить свои счеты. Сначала превосходство было на стороне немцев, ибо их стрельба была безупречной, а их эсминцы смело рвались в бой. Корабли «Деринг», «Дриад», «Каллиопа», «Донигал» и «Ланкастер» были затоплены артиллерийским огнем или торпедами, в то время как «Карнарвон» вышел из строя в полузатопленном состоянии. С другой стороны, германские «Штетин» и «Берлин» были затоплены еще в самом начале схватки, а «Пилау» был выведен из строя.
По ходу дня новые британские легкие силы и эсминцы вступали в бой, и масса металла и численность пересилили доблестных немцев. Штутгарт, Мюнхен и Франкфурт были затоплены артиллерийским огнем, в то время как британцы потеряли только Карнарвон, который в итоге был добит торпедой с Регенсбурга. Это сражение было отчаянным и кровавым, но оно являлось лишь отступлением от главного дела этого дня. Что же касается эсминцев, то флотилии с обеих сторон стремительно атаковали капитальные корабли противника, а затем, встретившись на полпути, каждая отчаянно пыталась помешать другой достичь своей цели. Точно бойцовые псы, утопающие в пене, они рвали море, их борта почти касались друг друга, а вспышки орудий слизывали краску с планширей соперников. Со всех сторон были видны развороченные и пылающие обломки, ибо жидкое топливо превращало каждый подбитый катер в погребальный костер для его экипажа, достойное погребение для людей, в чьих жилах с обеих сторон текла кровь викингов. Некоторые эсминцы, как германские, так и британские, пробивались сквозь эту толпу и успевали довести свою атаку на линкоры до конца, получая верную смерть в качестве награды. Марлборо был поражен снова, как и при Ютланде, но на этот раз затонул со всем экипажем. Орион также получил тяжелые повреждения и вышел из строя с креном в 12 градусов на левый борт. Нью-Йорк и Реновн были подбиты, но ни один из них не получил серьезных повреждений, так как их водонепроницаемые переборки выстояли. В каждом случае вспомогательное вооружение расправлялось с храбрыми маленькими нападающими. Германская линия пострадала еще тяжелее британской. Корабль капитана Хаази, Дерфлингер, получил огромную пробоину в носовой части и затонул носом вперед. Кайзерин и Гроссер-Курфюрст были затоплены, а Альденбург был выведен из строя. Американская эскадра под командованием капитана Баснелла с корабля «Кашинг» особо отличилась в этой работе. Ни одна из сторон не обращала внимания на потери. Подбитые должны были позаботиться о себе сами. Смертельная хватка боя удерживала остальных за их работой. Бетон развернул свой основной флот на оба фланга в надежде расположить по одному кораблю союзников с каждой стороны от германского, но фон Шпее быстро перестроил свою линию в две колонны, чтобы встретить опасность. Теперь это была честная артиллерийская дуэль, начавшаяся на дистанции 17 тысяч ярдов и сокращавшаяся до тех пор, пока гигантов, шедших параллельно друг другу, не разделяли всего 12 тысяч ярдов без каких-либо маневров, за исключением того, что каждый корабль отворачивал в сторону или подворачивал ближе, чтобы сбить прицел противника. Германские дальномеры были лучше, и они быстрее ловили цель, но британские орудия были тяжелее, а в точности стрельбы разница была невелика. Таким образом, численность неизбежно должна была сказаться. Корабль за кораблем в германской линии взлетали на воздух в пламени и дыму. Британцы усвоили урок Ютланда, и хотя тяжелые снаряды новых 15-дюймовых германских орудий раз за разом пробивали крыши башен, истребляя орудийные расчеты и выводя их из строя, пути для той смертоносной обратной вспышки, которая прежде достигала погребов боеприпасов и уничтожала корабль, больше не было. Покрытие палуб, однако, все еще оставалось слишком слабым с обеих сторон, и гибель кораблей раз за разом происходила из-за навесного огня, проникавшего в самые жизненно важные части. Так произошло со многими германскими судами, и также с «Тайгером», «Инфлексиблом», «Флоридой», «Репалсом» и «Коллингвудом», каждый из которых разделил судьбу Куин Мэри. Серая фигура, серая в одежде и серая лицом, часами стояла у края мостика флагманского корабля. Это был император. Телескоп с 15-кратным увеличением позволял ему видеть эту ужасающую сцену. Час за часом он видел и осознавал то кошмарное бедствие, которое обрушилось на землю.
Люди одной крови и культуры, люди, происходившие от одного и того же северного корня, сцепились в этой ужасной борьбе, которая могла окончиться только смертью. Кто может сказать, какими были его мысли в такое время? Они уносились назад, чтобы задержаться на его великолепном отце, добром златобородом гиганте, и на англичанке, его матери. Да, половина крови в его собственных жилах текла из того же источника, что и у экипажей тех серых кораблей вон там. Из-за какого необычайного упущения возможностей и какого злого стечения обстоятельств вышло так, что он оказался теперь в таком смертельном конфликте с ними? Зачем это было нужно, когда Германия и без того покоряла мир своей промышленностью и опоясывала шар своими колониями? Бесполезно было возвращаться к прошлому. Далеко в прошлом, много лет назад, был выбран не тот путь, и вот куда он привел. Это были сумерки богов, самое страшное событие во всей истории человеческого рода. Его считали ответственным, и все же он знал, что был лишь марионеткой в руках судьбы, двигавшейся вперед по некой предопределенной и неизбежной стезе к ужасному финалу. Но кто же нес ответственность? Ведь где-то же должна быть ответственность. Была ли это рука, составившая тот безумный ультиматум Сербии? Был ли это царь и его прематуре мобилизация? Был ли это фон Тирпиц с его колоссальными морскими планами, достигшими в эту самую минуту своего трагического исхода? Был ли это фон Шлиффен с его планом марша через Бельгию, который неизбежно должен был втянуть Англию в войну? Был ли это его дядя Эдуард, который всегда так подозрительно относился к нему? Или же это был шаг его канцлера, когда в 1902 году тот с презрением отверг предложение союза от Англии? Каждый из этих фактов казался его уставшему мозгу имеющим какое-то отношение к этому ужасному финалу. У его ног лежало изувеченное тело, кровь из которого брызнула на его высокие сапоги и оставила пятна на его сером шинели. Это был его верный адъютант фон Ман, верный до самой смерти, как он и обещал. И этот изуродованный труп, эта преждевременная смерть, когда молодость была в самом расцвете, была типична для 10 миллионов других, за которые так многие считали его ответственным. Он содрогнулся, когда перед ним возникли ужасные видения. Их прервал фон Шпее, подошедший к нему на мостике. Адмирал был ранен осколком в плечо, и его лицо было белым и изможденным. «Как идут дела, адмирал?» — спросил император. Моряк пожал плечами. «Что касается флота, мы потеряли 9 линкоров и 4 великих крейсера. Гинденбург только что взлетел на воздух. Наши собственные 2 кормовые башни сбиты, с одной из носовых сорвана крыша, и в строе у нас осталось только 2 орудия. Как вы можете видеть, мы горим с обоих концов, и уцелела лишь часть нашей дымовой трубы. В машинном отделении вода, и кочегары тонут. Мы больше ничего не можем сделать. А что английский флот? Я видел, как взлетели на воздух несколько их кораблей. Битва теперь охватывает линию в 15 миль. Многие антенны сбиты. Но вполне вероятно, что они теряют корабль за кораблем наравне с нами. И что теперь? Нам остается только сражаться на наших кораблях до тех пор, пока они не уйдут под воду. В этот момент на мостик прибежал мичман с донесением. «Переговорные трубы перерезаны, сэр!» — крикнул он, отдавая честь. «Мне приказали доставить лично в руки». Адмирал разорвал бумагу. «Это радиограмма от Бетона», — сказал он. Она гласит, разумеется, честь удовлетворена. Никакие люди не смогли бы сделать большего. К чему эта бесполезная бойня?
У вас осталось всего 5 кораблей, способных вести бой. Я могу отойти и, используя преимущество в дальности, потопить вас с дистанции, до которой вы не сможете достать. Мне было бы тяжело убивать храбрых людей таким образом. Признайте ваше почетное и неизбежное поражение и спустите флаг. Никогда, сказал император. Никогда. Эхом отозвался адмирал. Но в этот самый момент произошло то, что решило исход дела. Одни говорят, что залп был произведен с Делавыра, другие, что с Лайона. Из 8 снарядов 4 упали прямо на палубу Баварии и устремились вниз, в ее боевые погреба. С оглушительным ревом могучее судно взлетело на воздух. В мгновение удара, сознавая, что принесут следующие несколько секунд, император и адмирал пожали друг другу руки. Многие выжившие подтверждали, что видели это рукопожатие. Это был последний жест германского императорского дома и германского флота открытого моря. В этот самый момент южный горизонт рассекся дымом множества спешащих судов. Прибывала Горвичская флотилия, свежая и рвущаяся в бой. Это был конец. Поздно ночью, когда солнце зашло и оставило на западе лишь розовый отцвет, британский командующий гордо и вместе с тем с грустью смотрел на сцену этой ужасной эпической поэмы. Во всех направлениях горели развороченные обломки, а люди держались на воде на обломках рангоута или на плотах, пока быстрые торпедные катеры сновали от одного к другому, исполняя свою миссию по спасению жизней. Адмирал Бетон стоял на своем мостике, изможденный, уставший и омраченный всеми тенями пережитого. «Могу ли я предложить, сэр, чтобы мы отправили послание флоту?» — спросил стоявший подле него старший офицер. «Тому, что осталось от флота», — ответил Бетон с бледной улыбкой. «Я слышал, их император пошел на дно вместе со своим флагманом. Мое послание, Мёрдок, состояло бы в том, чтобы приспустить наши флаги в память о храбром человеке. Так явилось мне видение иной судьбы. И все же, возможно, судьба была мудрее, и путь по равнине оказался лучше, чем путь по вершинам холмов.